Не забывайте поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео. Всем привет, приветствую на канале. Сегодня видео в формате ответы на вопросы от подписчиков. Вопрос заключается в том, как устранить неисправность, которая появилась после разборки и сборки карт дверей, в случае подписчика после ремонта дверных ручек. Машина перестала реагировать на открытие и закрытие стекол. Для устранения неисправности нам понадобится пластиковый инструмент, силиконовая смазка и очиститель электроконтактов. Далее при помощи пластикового инструмента снимаем блок управления стеклоподъемниками, поддеваем его. И выводим блок управления с посадочного места. Далее отключаем минусовую клемму аккумулятора. Очищаем блок управления стеклоподъемниками. И снимаем разъемы. Нажимаем на центральный фиксатор и выводим фиксирующую скобу. Отключаем один разъем. Далее поддеваем фиксатор и отводим его в сторону. Разъем снялся. Далее нам понадобится силиконовое масло. Если есть трудности с отключением этого разъема, необходимо нанести силиконовое масло вот в это место на разъеме. И отключаем третий разъем, который находится у нас на блоке управления. И отводим фиксирующую скобу. Далее очищаем от пыли наши разъемы. Далее будем применять очиститель электроконтактов и наносим очиститель электроконтактов на наши разъемы, на контакты. Излишки удаляем. И проверяем все разъемы на предмет загрязнения. Также проверяем посадочные места разъемов на блоке управления на предмет загрязнения. По необходимости их очищаем. Далее приступаем к подключению нашего блока управления. Подключаем белый разъем. По необходимости добавляем силиконовую смазку и устанавливаем разъем на место. И фиксируем. И устанавливаем последний черный разъем в посадочное место. И фиксируем. Укладываем проводку. Перед проверкой подключаем нашу клемму аккумулятора минусовую на место. Заводим блок в посадочное место и перед установкой проверяем его. После проверки устанавливаем блок стеклоподъемников на место. Фиксируем. Надеюсь, данное видео будет полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. В описании под этим видео оставлю ссылку на видео о том, как снять дверную карту BMW X5 E53 кузов. Также в описании под этим видео вы найдете видео о том, как отремонтировать дверную ручку самостоятельно.